Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить веганский чизкейк манго-кокос. Это экзотическое сочетание вкусов не даст вам скучать, оно очень яркое и насыщенное. Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом потрясающе легкого, нежного и воздушного ПП-десерта тирамису. Очень вкусного и при этом с прекрасным соотношением КБ-ЖУ. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший десерт. Для этого торта нужно заранее замочить кешью. Нам понадобится 60 грамм орехов кешью. Заливаем их чистой холодной водой и оставляем настаиваться на 4 часа. Для основы нам понадобится 75 грамм миндаля. Его нужно измельчить в крошку. Можно помельче, можно покрупнее, как вам больше нравится. Также нам понадобится 75 грамм фиников. Финики заливаем кипятком и даем постоять 10 минут. В блендер добавляем 50 грамм кокосовой пасты. Это очень вкусный натуральный продукт из кокоса, при этом относительно недорогой. Рекомендую его попробовать всем любителям этого экзотического ореха. И, кстати, при наличии кофемолки кокосовую пасту можно сделать самостоятельно из кокосовой стружки. Очищаем финики от косточек и тоже добавляем в блендер. Измельчаем все в единую массу. Получается липкая плотная масса, из которой легко можно сформировать основу. Подготавливаем форму. Нам понадобится кольцо диаметром 16 см. Внутри прокладываем ацетатную ленту для удобства извлечения торта. И выкладываем орехово-кокосовую массу. Она очень легко распределяется. Утрамбовываем ее в ровный слой. Можно немного помочь силиконовой лопаткой. Отправляем заготовку в холодильник до готовности основного слоя. Для слоя манго-кокос нам понадобится манго. Очень хорошо, если у вас будет сочный желтый манго. Самые вкусные плоды привозят из Таиланда. Мне удалось купить только зеленоватый манго. Он не слишком сладкий, но, к счастью, внутри мягкий и достаточно сочный. Счищаем шкурку и срезаем всю мякоть с косточки. По весу у меня получилось 230 грамм сочной мякоти манго. Нарезаю ее на кусочки. И теперь отправляем в блендер все ингредиенты, которые требуют измельчения. Это замоченный кешью. После замачивания его вес составляет 100 грамм. 170 грамм соевого сыра тофу. Этот веганский продукт отличается высоким содержанием белка, что, конечно, прекрасно скажется на соотношении КБ-ЖУ торта. И мякоть манго тоже отправляем в блендер. Все это тщательно измельчаем. Добиваемся максимальной однородности. Получается нежный жидковатый крем. У меня остались немного неизмельченные вкрапления. Это особенность моего блендера. С жидковатой массой он не очень хорошо справляется. В готовом торте после застывания эти вкрапления не будут заметны. Добавляем в блендер все остальные ингредиенты. 80 грамм сиропа цикория для сладости. 150 грамм кокосовой пасты. 35 грамм кокосового масла. Если у вас кокосовые продукты из холодильника или в помещении холодно, то растопите их до жидкого состояния. Пол чайной ложки куркумы для цвета. Все это соединяем с помощью блендера. Получается вот такая ароматная масса. Выкладываем ее на основу и тщательно разравниваем. У меня она на глазах начинает густеть просто от охлаждения в холодной форме. Можно немного потрясти, чтобы поверхность разгладилась. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полного охлаждения как минимум на 4 часа. Для декора нам понадобится 60 грамм черники. Доливаем 50 грамм воды. Можно для сладости частично использовать сироп. И измельчаем с помощью блендера. Пропускаем эту массу через сито, чтобы избавиться от всех шкурок.
Должно получиться около 80 грамм жидкости. Добавляем в нее 1 грамм агар-агара. Перемешиваем. Отправляем на плиту, доводим до кипения и кипятим 1 минуту. После остывания эта смесь застынет. Пока этого не произошло, достаем торт. Если на стенках образовался конденсат, стираем его с помощью салфетки. В центр торта ставим какую-нибудь вырубку, у меня в форме звезды. Слегка надавливаем, чтобы звезда прочно вошла в торт примерно на 1 мм. И заливаем черничное желе на всю поверхность торта, исключая звезду. Немного наклоняем форму, если требуется, чтобы распределить желе. У меня оно мгновенно начало застывать, это видно по краям. Если образовались пузырьки на поверхности, сразу лопните их зубочисткой. Отправляем торт в холодильник до полного застывания верхнего слоя. Достаем торт, снимаем кольцо. Очень аккуратно снимаем ацетатную ленту, чтобы не повредить край. И вырубку в форме звезды тоже вынимаем. Яркий и красочный торт готов. Легкий в исполнении декор, но при этом простой и лаконичный. Я очень люблю такие торты. Давайте его разрежем. Ровный, яркий разрез. Сладкая кокосово-миндальная основа, вкуснейший слой из манго и кокоса, у него очень насыщенный вкус. Он приятно тает во рту и сразу наполняет прекрасным сочетанием вкусов. И очень интересно здесь играет черника, дополняет торт своей легкой кислинкой. Кстати, черничный сок можно прекрасно заменить заваренным какао. Будет совсем другое сочетание вкусов. Манго, кокос, шоколад, и это тоже очень вкусно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!